Доброе время суток. Вчера было лето, а сегодня опять солнца нет. Пасмурно, сегодня опять прохладно. Вчера немножко покосила газоны, но, конечно, оставила поляну для детей. Вот солнышко выглядывает, слава богу. Для детей вот таких вот оставила полянку одуванчиков, потому что вчера очень много было у меня гостей. Дети тут мне рвали цветы, Алиска особенно. Ей говоришь нельзя, но ей всего 2 годика, она специально назло все тюльпаны, нарциссы обрывала. Вчера вот отдыхали, сегодня работаем, укрепляем берег возле бани. Решила своими силами, потому что у меня проезда нет, потому что все насажено. Уже несколько роз у меня посажены, штук 6. Сейчас вот собираем весь хлам, обрезки железа, камней, которые тут у меня на участке предостаточно, и засыпаем там небольшой клочок возле бани, бетонируем. Когда я строила баню на берегу берега, ее углубляла специально и думала, что мне на лет 5 хватит. Ровно лет 5 прошло, и берег начал сильно обрушаться. Вот смотрите, своими силами забили железные столбики, натаскали камней, всякого тут хлама, и таких камней, и кирпичных, и с берега. И, в общем, сейчас и цемент развели. В общем, не знаю, что из этого получится, но хотя бы чуть-чуток. Начинала, действительно думала, вечно. Но берег он такой, что рушится и рушится постоянно. В этом году мы вот таких кольев насадили. Они очень хорошо принялись, но у нас здесь же живет бобер. Он все тут обкусывает сразу, поедает все наши труды. Когда живет за городом, вечно все рушится, крушится. Вообще все стареет. Поэтому приходится все латать, починять. Благо у меня особого огорода нету. Если бы еще огород был, я бы, наверное, не справилась со всем хозяйством. Потому что территория очень большая. И приходится... Ой, это же все ухаживать надо. Это все уже нужно и косить, и убирать. Это кажется, что за городом легко жить. Или в деревне. Это титанический труд. И нету выходных и проходных. Или нужно бешеные деньги иметь. Ой, ой. Скворцы. Или дом работника. Ой. Я всегда низко в пояс кланяюсь тем, кто работает в селе, кто выращивает помидоры. Вот недавно посмотрела такой ролик, там женщина, наверное, штук 300 насадила. Я вчера 8 штучек купила, дай бог, чтобы мне за ними их ухаживать, чтобы вырастить какой-то урожай. Такие труженицы, я просто удивляюсь. Конечно, воздух за городом свежий такой, что голова кружится. Ну все, пока-пока. Поснимаю еще чуть-чуть свои нарциссики. Красивенький, такой нежно-нежно. Тюльпанчики. Такой, надо же, необычный. Чисто такой желтый. Видите,
смотрите, у каждого есть вот такие прям нежнейшие. Прям как детки маленькие. А розы у нас в Сибири еще вот в таком состоянии. Сейчас пора незабудок. Помню, в детстве любили собирать полевые незабудки. Такая радость, когда находили лужайку. А вот наши пиончики уже набирают цвет. Ну, прям за 2 дня прям они быстро вытянулись. Вот еще розы какие. Наконец-то яблони набирают цвет. Они еще не распустились. Вот эту яблоньку покупала как полукультурка. Ну, конечно, это почти дичка. Люди так обманывают на рынках. Поэтому лучше уж у коллекционеров покупайте в каких-то фирменных магазинах, чем на рынках. Так же, как я, будете выращивать яблоки. И вот мои самые любимые цветочки — анютины глазки. Прям действительно анютины. Травку нужно пить от простуды. Кашлю очень хорошо помогает. Бурда. Пришли. Ходят как собачки. Угу. Но у нас потихоньку получается. Всякого хлама накидали. Я сейчас еще железо притащу. Чуть-чуть хотя бы временно забетонировать. Ну, может быть, через год, через 2 я все пересажу деревья и тогда завезем уже ко мне. Вот таких уже булыжников уже не удастся, конечно, купить. Сейчас продают мелкие камни, почти какие-то калиброванные у нас в Новосибирской области. Раньше такие можно было купить прям полметровые булыги, они действительно, потому что здесь очень глубоко, здесь глубина до 8 метров, здесь такие старинные катера заходят и даже пытаются здесь развернуться в этой протоке. Ирга у меня очень крупная. И посадила маленькую-маленькую палочку. Из этой палочки получился огромнейший куст. Вообще уже 4 метра. Буквально лет, наверное, 8 как прошло.